User GG, что вас выводит из себя, раздражает? Как вы избавляетесь из этого? Избавляетесь из этого? Из этого я избавляюсь очень простым способом. Называется этот способ приятия или принятия. Приятие, знак равенства, тождества, равно любви. Представляете, кто бы когда подумал, что приятие и любовь одно и то же, да? То есть нет у тебя сопротивлений, ты принимаешь все как есть, потому что любишь. Ну, ребенок, например, обкакался. Грубый пример, грубейший. Ну, это же его природа обкакивает. Он пока еще не умеет, даже не знает, что такое есть универсальный таз со смывом. Он еще малыш, у него такая природа. Разве ты будешь раздражаться, что если ты еще нагадишь, я тебя... Нет, конечно, ты же просто сделаешь свое дело, обеспечишь ему межбулочную чистоту. И все, что тут раздражаться? Или собака на тебя гавкает, вон там. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. Ближе, например, еще. Ты же зашел на ее территорию, она гавкает. Ну, это же ее природа. Гавкать. Она защищает свою территорию. Не заходи на ее территорию. И не будет никакого гавкания. И раздражения мы тоже минусуем. Ну, в троллейбусе ты едешь, например, кто-то наступил тебе на ногу. Бум. Массаж. Ну, можно же сказать, что я подставил ногу туда. Не на то место подставил. Что на нее наступил какой-то бугай. И не уходит змеюга. Что делать? Терпеть? Или ему подрезать клыки, фиксаторы? Ну, вам решать. Но главное, чтобы это самое. Подумать просто, что для вас выгоднее в тот момент. Обычно не раздражаться выгоднее. Но во всех смыслах выгоднее. Среди нашей команды есть, конечно, психологи. Поделитесь своим опытом. Буквально несколько строчек, как не раздражаться. Но я понимаю, что различные степени раздражения или по-разному выводят из себя ситуации разные. Ну, какой-то есть все равно инструмент такой обобщенный. Слава, скажите, если на фото есть одинаковые тона, то в работе мы также можем сделать их одинаковыми, или все же правильнее в работе сделать разницу? На фото. Ключевое слово. Я за то, чтобы писать с натуры, потому что фото не передает ничего. Она не передает. Она весь видимый мир сужает, я не знаю, в 1000 раз. Потому что от белого от белого условно до черного совсем маленький диапазон яркостей, нежели в природе. Поэтому фото может помочь как детали вы можете увидеть, а цвет, тон смотреть в природе, писать. Почему художники любят ездить на пленэры? Потому что это богатство цвета и тона. Ну, просто еще ты пребываешь в этом месте, пропитываешься, и холст в этом смысле. Картина выглядит во много раз интереснее, захватывающе, чем просто написано с фото. Нужен опыт большой, чтобы с фото писать. Нужно несколько лет пропитаться красотой природы, прежде чем ты можешь что-то передать. Да и не захочется потом. Ну, это я, может быть, перегнул, захочется, но все равно ты тогда пишешь изнутри. Хотя на природе ты тоже пишешь изнутри. Но есть вероятность, что магии будет в картине больше, чем с фото. Ну, так к вопросу. Если одинаковые тона, да, можем ли мы делать их одинаковыми или все же правильно работать, разницу искать? Вот на природе ты стоишь, например, у тебя одинакового тона небо, условно говоря, и море. Но лучше, когда разница есть, естественно, да? Но ты посмотришь чуть-чуть влево-вправо, чего на фото не увидишь, и найдешь где-то участок моря и неба, где есть разница, и ты вписываешь его, вписку делаешь. Даже этот момент ставит жирный плюс, преимущество работы на пленэре. Дальше. Не всегда нужно прям делать такую ощутимую разницу в тоне. Вот в том-то и дело, вот в чем творчество необъяснимо. Иногда хочется сделать слияние, одинаково в тоне написать, но в цвете разное. Ищите цветом, если тон попадает, ищите в цвете разницу.
она вас поведет. Это разница. Плюс стиль, который вы находите. Мы же всегда в поиске выразительности, а она может быть не согласована с такой прям правильностью тона. Приблизительно. Начала писать очень поздно, в 60 лет. Появилось время свободное. Никак не могла понять и принять импрессионизм. И все старалась прописывать. Очень трудно от этого отвыкнуть. Но натолкнулась случайно на ваш канал, вернее, я и раньше вас видел, но мне все это очень не нравилось. Я стала потихоньку понимать живопись. Еще не все поняла, но начала принимать. Жаль, что возраст не даст достичь желаемых высот в искусстве. Годы неумолимы. Ну, кажется, Ренуар, уже, наверное, ему было 90, сказал, что, кажется, я начал что-то понимать в искусстве, в живописи. Ну, вот как вы, да, годы неумолимы. Но посмотрите, наберите в Яндексе художники, знаменитые художники, которые начали писать поздно. Вы удивитесь, там будет очень много имен. Так что я клоню к тому, вот отпущен день, он мой, тотально мой, полностью. Я его проживаю так, как будто бы он последний день. Мы не знаем, сколько нам отпущено. Помните такую шутку, что мальчик женился, да, на старухе с целью завладеть ее, состоянием. Когда он умер, все его игрушки достались ей. Мы не знаем, что впереди. Я написал картину на эту тему, вернее, это эскиз к большой работе. Работа называется «Ты действительно хочешь знать свою судьбу?» В ее взгляде вопрос. Ты правда хочешь знать свою судьбу? Единственный выход – радоваться сегодняшнему дню. Мы же здесь сейчас с вами в нашей палате. Чего там? Прошлого нету, оно же прошло. Настоящий еще не наступил. Мы тупо рашинадысь здесь, сейчас. Что вы скажете, друзья, на такую реплику? Тут, к сожалению, опять был юзер. Ну, как есть. Подскажите, давайте поможем юзеру справиться с этой задачей, проблемой. Вячеслав, будьте добры, покажите, какие краски используете при составлении телесных цветов. Понятно, что каждый раз есть отличия. Вот если это понятно, тогда, значит, непонятно. Но предположу, что все-таки есть какая-либо основа главных цветов. Это зависит от многих факторов. И, пожалуй, главный – это то, что вы пишете. Какую гамму какая она сочиняется, гамма. И все же связано. Правильный ответ – все цвета в картине связаны друг с другом. Нет телесного цвета. Кстати, неаполитанская какая-то краска есть телесная. Я умоляю, не покупайте эту краску, сочиняйте цвета на палитре в зависимости от этих связей. Ну вот сейчас зеленая атмосфера. Естественно, здесь цвет будет пропитан этой зеленью, плюс еще холодный рефлекс от неба. Как вы возьмете этот телесный цвет? Путем сравнивания на палитре. Вот какой-то средний тон берете, средний, не на свету, а в тени. Ну вот средний. Бах. К тому. Вот он темнее, чем зелень сзади. Он светлее, чем футболка. Вот берите эти три составляющие и следуйте за ними. Свет. Попал свет, сравните с небом. Он теплее, чем небо. Вот это светлее, темнее, теплее, холоднее. Не холод, тепло, а теплее, холоднее. То есть в замесе краски присутствует и холод, и зелень, и еще тепло. Так что все берется интуитивно, ответа такого, чтобы вот прям кибернетически точного, логарифмически нет. Ну, посмотрите картины Врубеля, там девушка в сирене, Забелла, портреты его посмотрите, демон. Посмотрите, какие цвета вот в отдельности, я не знаю, вот просто вот кусочек взять и посмотреть. Он никогда не будет универсальным. Он будет в связи со всеми другими цветами. Вот это важно, самое важное. Не забывайте, друзья, отметиться в журнале, ставьте лайки, задавайте вопросы, комментируйте.
После этого выпуска я предлагаю посмотреть еще одно кино. Пока не скажу какое. В самом конце увидите.